Кэрол. Для меня это короли. Приветствую, друзья! Продукция Knowledge Зенит уже давно имеет не группу, а целый легион своих верных фанатов. Я сам ее встречал во множестве клипов, на телепередачах, нескольких музыкальных фестивалях и концертных записях именитых групп. То есть это уже не просто имя, а имя с историей. При этом компания не устает демпинговать, смеяться над решениями от уважаемых брендов и делать просто сногсшибательные решения за сущие копейки. Так, сегодня нам предстоит рассмотреть их новые беспроводные наушники с активным шумоподавлением КЗ Король. Ну или Кэрол. Да, друзья, для меня это король. Я уже успел их всесторонне протестировать, и ничего лучше в эту цену, да даже в 3 раза дороже, вы точно не найдете. О них сегодня и поговорим. Поехали! Коробка у них просто микроскопическая, но с фотографией модели и указанием, что выполнены они на самом новом Bluetooth версии 5.4 с хитрой керамической антенной и 6-слойной печатной платой. То есть заявка тут абсолютно флагманская. Зато внутри была лишь инструкция и набор черных силиконовых амбушюр. К слову, обычные полноразмерные насадки в кейс тоже прекрасно вмещаются. По габаритам он небольшой, круглый, в прозрачном пластике и с перешедшей к нам из прошлых моделей витриной на верхней части, сквозь которую приятно светится как индикаторный светодиод заряда батареи, так и 2 синих светодиода на каждой из чашечек. Настолько крутую подсветку своего логотипа я встречал только у всяких очень дорогих решений. Петля, на мой взгляд, на 3, но магниты мощные, Type-C порт сзади, а сами наушники выдерживают даже сильную тряску. Отдельно же радует их аккумулятор, позволяющий продлить и без того неплохую автономность до внушительных 42 часов. На одном же заряде я бы рассчитывал примерно на 7 часов кряду, не больше. Сами чашечки, как видите, тоже имеют прозрачный корпус, сквозь который прекрасно видно, насколько все технически богато и, главное, аккуратно выполнено. Причем это не имитация, а именно вся кухня устройства. На ножке разместили сразу 2 микрофона, а третий находится непосредственно под 10-миллиметровым динамическим излучателем. То есть к ANC здесь подошли со всей возможной серьезностью. На корпусе есть ряд технологических отверстий и довольно крупный в диаметре овальный звуковод, о котором мы поговорим чуть позже. Выглядят они просто фантастически, да и сидят довольно удобно. По кодекам, наверное, не сильно густо, только базовые SBC и AAC. Зато обрывов ни разу не было, в паузах абсолютная тишина, а громкости с хорошим таким запасом. Минусы, правда, тоже есть. Для датчика приближения, видимо, не нашлось места, нет заявленной защиты от воды и никакого приложения на смартфоне. Все управление четко забито в сами наушники. Ну и в качестве вишенки нам прямо в цифрах известна задержка в видео и играх. Это почти рекордные 55 миллисекунд. Играл в них на ПК, все просто идеально. Разговорный микрофон не менее качественный. Даже не ожидал в соцсетях такого уровня записи. Впрочем, все это мы еще перепроверим. И здесь будет пример записи голоса с моего смартфона. Тестируем качество записи встроенных микрофонов, беспроводных ТВС-наушников КЗ Король. Вот, собственно, так они их записывают. И именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Вот так, друзья, это все и выглядит.
Замеры показали быстрейший по скорости затухания импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,36%, что, как для ТВС, просто гениально. С затуханиями на 30 и 60 дБ вы можете ознакомиться сами на представленных графиках. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ с почти ровной серединой до 1,5 кГц включительно. Затем идет столь же выраженная по амплитуде область разборчивости, полочка на псевдодетализации и просто невероятно протяженные и, что вообще космос, полноценные высокие частоты. Настолько круто не было даже у Moondrop, а они, так сказать, стараются держать марку. Такую настройку можно встретить и в серьезных проводных наушниках где-то за $1500. Вот как это выглядит на фоне чисто планарных Moondrop Golden Age и флагманских Moondrop Alice. Баса, как видите, у нас побогаче и все куда лучше на верхах. На слух же герой обзора радует своими текстурными, довольно глубокими и в меру хлесткими басами, ровной, чуть теплой и просто невероятно детализированной серединкой и протяженными, комфортными, я бы даже сказал, слоистыми высокими частотами. Все верно, здесь на самом деле очень качественный верх. То есть с воздухом, шлейфами и прекрасным разделением. Скажу больше, в прорисовке пространства сцены в глубину королям вообще нет равных в своем сегменте. Куда там Epps, Moondrop, One More, Nothing или Anker. У нас прямо наглядно ощущается чуть выдвинутый вперед вокал, эшелонирование инструментов и то самое чувство присутствия. При этом все предельно гармонично, нигде ничего не рчит, не свистит и не режет. Превосходная динамика, скорость, отличный баланс между макро и микроконтрастом, чуть ли не идеальное разрешение, шикарная выразительность и прямо явный уклон в эмоции. Нюанса тут ровно два. Это некоторая легковесность у тембров и просто тотальная зависимость их характера от посадки и правильного подбора амбушюр. Напомню, вначале я говорил о овальных звуководах. Так вот, насадки с круглым широким сердечником по типу КБ-07 здесь могут слегка пропускать, тем самым фатально убирая нам бас. Нужно либо очень узкое горлышко, либо что-то овальное, как у родных амбушюр. Впрочем, последние прекрасно сели даже в мои не самые маленькие уши. Но это, собственно, и все недостатки. При этом мы получаем точный, практически планарно-прозрачный звук, хорошо сбалансированную подачу, как у проводных наушников за $500, до 7 часов автономной работы, добротный шумодав, высокое разрешение и просто фантастический дизайн. В сравнении с Soundcore Live P2 Mini у нас лучше ощущается сцена и нет резкости на верхней середине. Realme Buds T300 на фоне королей мне показались ярче и слишком уж агрессивными. Realme Buds T100 в целом схожи, но гораздо жирнее, почти без пространства сцены в глубину, но и с более упрощенным верхом. Даже Epps 350T Pro на фоне героев обзора, на мой взгляд, немного пасуют. Да, они сочнее и объемнее королей, но с прямо притушенным верхом, чуть менее выраженным пространством и немного угнетенной мелодикой. То есть мне больше понравились Carol. В героях обзора буквально переживаешь каждую композицию, настолько все чисто, четко и притягательно. К тому же техничность для них вообще не проблема, что открывает двери не только в мир рока, популярной музыки или электроники, но и в джаз, сложные академические произведения, оркестровую музыку и, конечно, металл.
Согласен, кодеками девайс не богат, а значит будут некоторые упрощения, но без чего-то совсем уж спорного или критического. Отлично поют за свои деньги, так вообще гениально. И итогом беспроводные наушники Carol от компании Knowledge Zenith лично меня впечатлили своим прозрачным дизайном, качеством записи с микрофона, низкими задержками, малыми искажениями, отличным временем автономной работы и просто топовой настройкой АЧХ. Это лучшее в ТВС, что я вообще только видел. Так настраивают дорогие наушники для аудиофилов. Звучат же они чисто, ровно, с достаточным количеством воздуха, шикарной прорисовкой всего музыкального полотна, высокой динамикой, явно ощутимым пространством сцены в глубину, легкой аналоговой теплотой и серьезным таким упором на драйв, мелодику и в эмоциональную часть. Слушать в них можно все, что угодно, не боясь яркости, сибилянтов или каких-то иных артефактов. Недочета же тут ровно два. Кому-то может не хватить сочности или веса инструментов, но и они очень чувствительны к посадке и подбору амбушюр. В остальном же они на самом деле короли. Лучше в эту цену, друзья, просто не бывает. Шикарная модель. А у меня на этом все. Это были наушники KZ Carol. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем, друзья, добра.